В этом видео вы узнаете тайну заброшенного дома, который находится у нас за городом. И также мы вернемся назад во времени и глянем, как же этот дом выглядел. В данный момент у меня в Discord сервере идет набор на администрацию, стримеров, журналистов и прочих очень классных должностей, которые ты можешь попробовать. Чтобы подать заявку, все, что нужно сделать, это перейти в мой Discord сервер, и там всю информацию ты сможешь найти. Ссылочка в закрепленном комментарии. Давайте, ребята, отправимся в одно место. Я уже снимал об этой секретке видео, но она сейчас нам очень-очень нужна. Давайте сядем на мотоцикл. Давай, садись, дружище. Садимся на мотоцикл, увеличиваем скорость до 70, потому что нам нужно это делать очень-очень быстро. И едем, ребята, в эту сторону. Ну, хотя надо было пораньше развернуться, но ладно. Ой-ой-ой-ой. Блин, а мотоцикл, я вам скажу, опасный. Двигаем сюда, ребята. Тут у нас есть церковь. Я думаю, вы уже поняли, о чем идет речь. Но здесь, внутри, нас ждет гроб. Если мы его сейчас с вами поставим, прыгнем вниз и вот так вот тут приблизим, то мы увидим с вами картинку, да? Мы увидим с вами фотографию, которая была сделана, по сути, очень-очень давно, потому что она вся выцвела. И обратите внимание на заброшенный дом, который вы видите здесь. Он очень сильно нам напоминает дом, который находится за городом. Я уже делал об этом видео, действительно очень интересно получилось, но тут суть в другом. Обратите внимание, что как вообще выглядит этот дом. Он выглядит точно так же, как мы с вами привыкли, но он здесь не разрушен, то есть он здесь целый, и если присмотреться, то внутри можно увидеть, что что-то действительно стоит. Я предлагаю с вами отправиться в этот заброшенный дом и посмотреть на него детальнее, потому что нам это очень-очень сильно сейчас пригодится. Садимся на мой мопед и двигаем в эту сторону. Кто новенький на моем канале и вообще новенький в Брукхейвен, я вам рассказываю, что этот дом находится в этой части города. Поворачивайте направо со спауна и едете за город. Тут вы увидите вот такой вот небольшой дом, заброшенный дом, который у нас похож на какую-то ферму раньше, потому что он находится у нас прямо в полях. Да, ребят, кто не знал, но вот эти вот штуки, которые вы видите, это у нас поля. И как раз таки благодаря этим полям и фермеры здесь и жили. Но есть одна особенность, это, конечно же, дом с фотографией. Он действительно точь-в-точь похож на дом, который у нас, ребята, на фотографии, но он у нас разрушен. И я искал, я посмотрел, ребята, в отдельных источниках, и название вот этой модельки, название вот этого дома, который находится в игре, действительно заброшенный дом. Да, то есть этот дом заброшен, не разрушен, либо еще что-то. Заброшенный дом. И обратите внимание, как у нас все выглядит внутри. Довольно-таки все стандартно, ничего такого нет. Вы уже тут были, наверное, 1000 раз и знаете, как это все выглядит. Но чисто для меня это было открытие, ребята. Мы можем залезть в этот дом, который не разрушен. Есть точно такой же дом, и он целый, он новый, он работает, и мы можем там жить. Прямо сейчас мы туда с вами отправляемся. Я уже, ребята, имею этот дом, поэтому мы с вами все, что должны сделать, это поехать туда. Потому что там, ребята, будет просто шок. Мне когда подписчики показали, это они показали на стриме, я просто был в шоке. Мы на стриме играли с ними и смотрели этот дом. Я вот отдельное видео для вас записываю, чтобы те, кто не видел стрим, могли посмотреть, что это действительно очень интересная секретка. Но у меня есть вопросы, большие вопросы по поводу этого. И вот, ребята, посмотрите на дом, который я поставил. Находите сходство, правильно? Он точь-в-точь такой же, как и наш заброшенный дом. Никаких отличий нет абсолютно, кроме одной детальки, которую я вам сейчас покажу. Ну, несмотря на то, что у нас здесь вокруг есть двор. Посмотрите, ребята, точно такой же дом. Вот здесь у нас дом, ребята, называется также заброшенный. Он считается заброшенным домом. Почему они одинаковые с тем домом? Понятия не имею. И у меня есть очень главный вопрос. Почему мы можем этот дом с вами поставить? Почему именно этот дом, который точно такой же, как и за городом? Я не знаю, напишите в комментариях ваши догадки. И напишите в комментариях вашу догадку о том, что же это за дом, чей он, кому он принадлежит и почему он заброшен. Но, в принципе, кому он принадлежит, мы и так с вами знаем. Но давайте пойдем внутрь и посмотрим, как же он выглядит. Если мы зайдем внутрь, то мы увидим, что он, ну, действительно, точно такой же, как и тот заброшенный. Обратите внимание на кухню. Конечно, у нас здесь добавились новые какие-то вещи интерьера. Конечно, он выглядит не так скудно, как тот.
потому что тот у нас заброшенный, и его уже, скорее всего, обворовали, но не суть. Давайте глянем, что мы здесь можем найти, и может быть мы найдем здесь с вами какую-то секретку. Если найдем, это будет очень-очень интересно. Итак, что у нас здесь, ребята? Что у нас здесь? Тут у нас, смотрите, пицца, тут у нас есть банан. Снизу я ничего не вижу. То есть у нас из интерактивности это, конечно, вот такая вот раковина. К слову, раковины в том доме у нас нет. Тут у нас, посмотрите, есть холодильник с разной едой. Только я не понимаю, почему это у нас холодильник, здесь у нас ничего не лежит. А нет, подождите, это шкаф. Это шкаф, а это холодильник. То есть здесь, по сути, даже холодильника нет. Но обратите внимание, что этот холодильник у нас переносной. То есть это можно даже холодильником не назвать. Но почему тут нет обычного холодильника, а есть вот такой вот маленький ящичек, где хранятся холодные продукты. И у меня, ребята, есть догадка о том, что этот дом хоть и заброшен, но тут кто-то поселился, тут кто-то какое-то время обитает. Непонятно, очень интересно. Я предлагаю вам посмотреть следующую комнату и обратите внимание, что в том заброшенном доме у нас не было здесь никакой комнаты, у нас здесь были окна. То есть, по сути, вот такой вот маленький дом у нас был, но здесь мы можем зайти внутрь. Давайте с вами это и сделаем. Обратите внимание, что здесь у нас картина, кровать, вот такой вот сейф. То есть тут действительно жилая зона. Тут можно было жить. И обратите внимание на вот эту вот ржавчину. Здесь действительно видно, что дом у нас заброшен, потому что тут у нас ржавчина. На улице я вам тоже ее покажу. И здесь у нас, в принципе, обычная жилая комната. Но мы можем пройти с вами дальше. Тут у нас ванная, полностью рабочая. Мы можем тут что-то с вами использовать. И обратите внимание, то, что дом реально разрушен, и он у нас вот такой вот перекошенный. Что по поводу секрета в этом доме? Есть один секрет, который меня очень сильно насторожил, но я не понимаю, вообще секрет это или нет. Но мы с вами скоро его посмотрим. Внутри этого дома больше ничего по сути нет. То есть мы тут можем сделать все, что угодно. Давайте проверим, можем ли мы поставить детскую. Как выглядела бы детская, и детскую мы поставить не можем, мы можем вот так вот тут раскидать какие-то, что это, пеленки какие-то, вот такую вот детскую кровать, а внутри у нас что-то меняется. Да, ребят, смотрите, здесь у нас меняется, мы можем посмотреть, как у нас все выглядит. Тут мы можем, ребята, посмотрите, поставить ребенка, взять его на руки. Работает как-то это странно, ну ладно, то есть у нас может быть два ребенка одновременно, то есть девочка и мальчик, ну вы понимаете, выглядит довольно-таки крипово. Помимо этого здесь больше ничего, ребята, нет. И давайте глянем, что у нас есть еще. То есть у нас есть еще двор. За домом есть действительно что-то очень интересное. Обратите внимание на гараж. Гараж у нас заброшенный. Сюда, в принципе, машина может заехать. Посмотрите на эту ржавчину. Если мы проведем с вами аналогию, то эта ржавчина точно такая же, как у нас в больнице. Если мы с вами сейчас сядем и отправимся в больницу, то мы увидим, что да, они очень и очень похожи. Давайте сейчас с вами туда отправимся. Я не понимаю, почему эти ржавчины так похожи, почему такой же стиль, как и в заброшенной больнице, но мне почему-то кажется, что этот дом неспроста заброшен. Давайте заходим вот сюда и видим, ребята, точно такие же потеки. Посмотрите, точно такие же ржавые стены, как и в нашем новом заброшенном доме. Точнее, не новом, он довольно-таки давно есть, но на него никто не обращал внимания почему-то. Мне почему-то кажется, что этот дом как-то относится к агентству. Мне почему-то кажется, что он действительно кому-то из агентства принадлежал. Возможно, они там делали какие-то грязные делишки свои, непонятно. Но выглядит он довольно-таки жутко. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что у нас на заднем дворе. На заднем дворе, ребята, у нас есть вот такая вот беседка, без стульев, без ничего. Довольно-таки жуткое место, и непонятно, что здесь происходило вообще. Давайте достанем фонарик, чтобы вам было лучше видно, потому что у нас сейчас стемнело, и практически ничего невозможно увидеть. Так, доставим фонарик, включаем и смотрим, ребята. Действительно жуткое место, и мне кажется, что тут на заднем дворе проводились какие-то очень странные пытки для людей, которых агентство захватывало. Окей, двигаем дальше. Тут у нас есть еще одна часть города. Тут у нас, посмотрите, вот такая вот штука. Я не понимаю, что это, почему она здесь находится, для чего вообще это находится. То есть это у нас якобы ржавый дом, либо что. Но вы можете видеть, что да, тут что-то у нас было, либо есть, я не знаю. Но я не могу понять, что это такое. Похоже на какую-то дорожку, но почему дорожка ржавая? Она что, из металла сделана? Немножко странно, правда? Тут у нас есть еще вот такая вот штука. Это у нас, ребята, непонятно что. То есть мы, видите, можем сюда залезть. Но это точно не кусты. Возможно, это какая-то коробка, либо заготовок гроба. Потому что вы знаете, что есть еще один дом,
как раз таки, где много таких гробов. И, возможно, именно здесь их и делали. Посмотрите внимательно вот сюда. Тут у нас беседка, и как видите, здесь у нас вот такой вот штифт есть, вот такая вот ручка, и вот здесь у нас верхушка зонта. И мне кажется, что что-то здесь произошло, и этот зонт у нас лежит здесь. Почему этот зонт упал, сказать тяжело. Может быть, из-за старости. Дом очень и очень разрушен. Скорее всего, мне кажется, что тут действительно перед тем, как его покинули, что-то произошло. Но что? Вопрос очень интересный. Почему этот дом так связан, так похож на дом, который у нас находится за городом? Я предлагаю, раз уж мы здесь не нашли с вами никаких секретов, то есть мы обыскали здесь абсолютно все, ничего секретного тут нет, ни кнопок я не нашел, ничего. Если хотите, ребята, можете попробовать поискать, потом в комментариях отпишитесь мне, нашли ли вы здесь какой-то секрет или нет, я потом проверю. Но я не понимаю, почему эти дома связаны с вот этим вот домом, который у нас заброшен. Может быть, мы живем, ребята, в доме, хозяин которого умер. Это немножечко странно, правда? Но обратите внимание, действительно, одни и те же, ребята, фасады. Один и тот же дом. Ничего здесь нет. Единственное, что можно заметить, что тут нет дворика. То есть у нас на том доме был двор, а здесь нет. Что могло здесь случиться, непонятно. Но мне кажется, что что-то очень странное здесь произошло. Возможно, такой же дом просто обворовали, забрали все, что тут только можно. А возможно и нет.